Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Екатерина Сайбель. Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у Кати во влогах, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Если вы считаете, что этот обзор заслуживает большего количества просмотров, то тогда активнее ставьте лайки. Говорят, лайки продвигают видео. Побывала Катя с Мартой на каком-то эко-мероприятии. И Марта там, о чудо, попробовала баранину, но, правда, веганскую, понятное дело. Ну и Катя ее так спрашивает с таким брезгливым выражением лица, мол, как тебе понравилась баранина? Ну, несмотря на то, что даже это веганская баранина, Катя как-то, не особо к ней испытывает какие-то теплые чувства, будем так говорить. Ну, конечно же, не особо Марте понравилось, и Катя очень счастлива. Я не понимаю, почему Катя растит из своих детей таких вот веганов до мозга костей. Но опять же, это у нее не особо получается, и слава богу. Мальчишки постарше Марты, понятное дело, и они уже начинают сопротивляться. Особенно это ярко проявляется в характере Клима. Клим уже стал прям вот, он чуть ли не в открытую Кате высказывать, что он не особо доволен своим питанием, и что он хотел бы все-таки нормальную еду какую-то есть. Но Катя по-прежнему считает, что это все блажь, что Клим еще ничего не понимает, и, мол, веганское питание это прям самое то для растущего детского организма. А вот Саша у нее молодец. Он ест сколько хочет, где хочет, и самое главное, что хочет. В отсутствие Кати. Да, он может в обеденный перерыв или заказать себе какую-то еду, или сам может пойти в какое-нибудь кафе и поесть. И не спрашивать Катю, а можно ему поесть мясо, а можно ему поесть что-то не веганское, ну и так далее. Тут, я считаю, Саша молодец. Но плохо то, что дети пока все еще зависят от родителей и не могут поступить так, как поступает Саша, к сожалению. И ведь сама Катя, когда росла, ее никто не ограничивал в еде, правда? Никто ее не ограничивал в белках, жирах и углеводах. А вот Катя почему-то решила, что ее дети прямо чуть ли не с рождения должны быть веганами. Особенно ярко, конечно, это все отражается на Марте. Марта прям вот буквально с самого рождения, с первой своей минуты жизни, она уже была веганом. Даже есть такой вот ролик формата шортс у Кати, который называется «Что ест мой ребенок веган в 1 годик?». И там вот прям Марта показано, что она ест. То есть Катя сознательно называет своего ребенка веганом. Но это уже, по-моему, за гранью добра и зла. Разбирает Катя игрушки. И говорит, ой, Марта, смотри, тут вот есть машинка скорой помощи. Как делает скорая помощь? Миу-миу. Миу-миу, как вам нравится? Я такое еще не слышала, такую интерпретацию звуков, издаваемых скорой помощью. Миу-миу. Пошел Саша, Катя и дети в гараж. И для чего? Для того, чтобы найти там какие-то игрушки. И, кроме всего прочего, в этом гараже были обнаружены фотоальбомы еще с фотографиями со свадьбы. Очень интересно. Вот игрушки, да, понятное дело, есть такая практика, что вот ребенок наигрался игрушками, и вместо того, чтобы эти игрушки выбрасывать или отдавать кому-то, их можно просто спрятать подальше от ребенка и через какое-то время снова дать, и ребенок воспринимает эти игрушки как новые и снова с удовольствием в них играет. Да, это правильно. Но для чего вы в этот самый гараж перетащили все альбомы, фотоальбомы, и уж тем более свадебные там фотографии? Я этого, конечно, понять не могу. Почему дома не оставить? Ну, неужели не хочется время от времени полистать, вспомнить, как это было, посмотреть, кто как выглядел, кто у них был там в гостях, ну и так далее. Ну, все-таки это какая-то память, ну, согласитесь. Нет, все туда же. Игрушки, считай, для забвения туда закинули, да, вот этот гараж. И эти самые фотоальбомы. То есть Катя, в принципе, все вот это вот чуждо. Всякая вот эта вот память какая-то, да, какие-то фотоальбомы, вот эти все дела. Это не для Кати, с одной стороны. С другой стороны, почему-то Катя устраивает фотосессии, да. То семейные, то только с Мартусей. Очень как-то странно. Интересно, куда потом деваются эти фотографии? Я просто не представляю. Или только в оцифрованном виде Кате их предлагают в фотоателье. Но неужели не распечатывает Катя ни одной фотографии? Ну, ни за что не поверю. Особенно не поверю в это, когда Катя делает подобные фотосессии с Мартой только. Ведь Мартуся, она главная. Мартуся самый важный человек в жизни Кати. Поэтому я ни за что не поверю, что фотографии Марты тоже где-то на задворках будут. Или где-нибудь в гараже вместе с теми свадебными фотографиями. Или ни за что не поверю в то, что Катя ни разу не пересматривает даже в мобильном своем фотографии с любимой Мартусечкой. Ну, ни за что я в это не поверю.
Рекламирует Катя канал каких-то людей-веганов. Ну и пришла к ним в гости, естественно. Вот мне интересно, не боятся эти люди, вот эта вот семья веганов, да, какого-то вот нехорошего отношения к себе. Ведь мы все помним Алексашку, мы все помним Юлю, да? Сколько было потом негатива на них направлено со стороны зрителей Кати. Ну, видимо, эти люди решили, что им реклама важнее, чем негатив, который будет литься в комментариях. Ну, их право, конечно, выбирать, что им важнее, спокойная какая-то психологическая атмосфера в доме или подписчики. Вот, ну и, конечно же, там очень было интересно, и Катя давала интервью, и автор этого канала веганского брал у Кати интервью, и показал он ей алтарь пищи. Я это когда услышала, думаю, боже, я, наверное, чего-то в жизни не понимаю, наверное, какой-то важный этап в своей жизни все-таки упустила. Но не было у меня в жизни алтаря пищи, ну не было, мне даже в голову эта идея не приходила. А видите, у этих людей есть алтарь пищи, да. Ну и вообще Катя, когда вот уже покидала и говорит, вот и такие люди, такие вот они заземленные. Думаю, боже, Катя, что с тобой случилось? Ты деградируешь все больше и больше. Если раньше ты просто достигла дна, то теперь ты взяла лопатку и стала копать. А снизу тебе стали стучать. И я думаю, что они все-таки достучатся, те, кто стучит снизу. Ты пробьешь это дно и будешь лететь еще ниже. Ну и, понятное дело, смотрю, Катя такая красивая, думаю, ну, наверное, реклама сейчас будет. И да, я не ошиблась, Катя рекламирует пятный выводитель. Ну, куда без рекламы? Вот Кате все мало, Кате еще рекламу надо, еще надо, еще надо. Но, тем не менее, дети почему-то у нее не доедают. Вот, казалось бы, да, дом полная чаша, но дети почему-то не доедают. Дети почему-то не могут нормально поесть, не могут нормально одеться более-менее, да, ну согласитесь, вот я на них посмотрела, ну как маленькие бомжики выглядят, какой-то кошмар. Не всегда, конечно, но в большинстве своем. И Катя почему-то считает, что это все нормально. Хотя, с одной стороны, так. А с другой стороны, если глянуть на Катю, то Катя тоже не особо одевается хорошо. А как Марту она свою одевает, свою любимицу, свою долгожданную, свою доченьку. Во что она ее одевает? Какие-то страшные платья, на которые без слез не взглянешь. Но опять же, Катя считает, что это писк моды. Мороженое делает Катя и Марта. Понятное дело, мальчишек и рядом нет. Зачем мальчиков сюда привлекать? Не надо. Мартуся должна все видеть, все знать и везде участвовать. Мартуся главная героиня теперь в жизни Кати. Ну и во влогах тоже. Кстати говоря, чаще всего мелькает именно Мартуся. А мальчишки, как обслуживающий какой-то персонал, как рабсила. Так вот, делают мороженое из смузи. Насколько я поняла, да, просто замораживают смузи, и Катя это прям гордо называет мороженым. И вот Марта берет эту палочку, которая будет в мороженом, облизывает ее, опять ее обмакивает в это смузи, опять облизывает, опять в смузи. И вот эта история повторяется. Но это разве нормально? По-моему, это вообще не нормально. Потом все будут есть, получается, это мороженое после того, как там побывала палочка, вот эта облизанная Мартой. Но Катя считает, что все в порядке вещей, и, мол, так и надо. Даже не подумала ребенку сделать замечание. Эта смесь для мороженого, это смузи, разбрызгалась по шкафчикам, по полу, и Катя, о чудо, взяла тряпку и стала вытирать. Думаю, боже, что случилось? Почему не маму ты срочно вызвала? Что ты сама можешь это сделать? Почему не Саша это делает? Почему не мальчишки это делают? Ты сама это сделала? Очень странно. Прям вот я удивлена. Катя что-то сделала на кухне, представляете? Снег пойдет, подумала я. И действительно, у них там пошел снег. Да, будете смеяться. Снега не было достаточно давно, в принципе, как-то вот с начала зимы особо-то его и не наблюдалось. И было тепло до плюс 15 градусов. Опять же, со слов Кати. А тут снег пошел, думаю, вот, Катя, зря ты вытерла шкафчик. Зря. Не вытерла бы шкафчик и пол не протерла бы. Снега бы не было. Ну да, с одной стороны. А с другой стороны, детки, конечно, рады снегу. Они вышли на улицу. И несмотря на то, что снег выпал уже поздно вечером, оделись, и все были во дворе, как будто бы днем. Катя говорит, тут, мол, вас днем не увидишь, а вечером вы все тут. Понятное дело, дети все-таки радуются снегу, пытаются какого-то снеговика, не снеговика вылепить, снежок, не снежок какой-то вылепить, в общем. И развлекаются как могут. Ну и, понятное дело, Мартусю тоже одели на улицу. Она вышла и счастлива просто. Вот, и Катя там тоже рядом крутится, ну, понятно. Катя, как дитё малое. Марта дома. Почему? Потому как Вова в саду, а Клим в школе.
И вот Катя говорит, что вот без Вовы Марте не скучно, нормально, а без Клима? Значит, получается, без Клима все-таки Марте скучно, а без Вовы нет. Да, в принципе, и Кате без Вовы не скучно, и Катя запросто без Вовы могла бы обойтись. Да, вот Катя вечно на это намекает. Ну разве можно так? Она всем дает понять, что Вова все-таки лишний ребенок. Ну да, я понимаю, что так нельзя говорить, но Катя сама так делает. Вова не девочка. Когда Катя узнала, что беременна мальчиком, а не девочкой, она очень расстроилась, и она расстроилась, и ее мама расстроилась на этой гендерной вечеринке. Там прям вот было видно, сразу было понятно по их лицам, что ну уже не особо Катя-то и рожать этого Вову хочет, и оно и даром не надо было бы и беременеть, если там не девочка. В общем, расстройство было прям вот написано на их лицах. И теперь вот, когда Вова родился, и ему уже столько лет, вдруг выясняется, что, оказывается, Катя может еще и девочку родить. И вот когда родилась эта девочка, Вова, в принципе, вообще стал ненужным человеком. Это так ужасно, это просто, ну, очень видно. И мне жалко Вову, очень жалко. Я не знаю, почему Катя к нему так относится. Очень хороший ребенок. Он исполнительный, он послушный, он помогает Кате довести какой-то груз из магазина, да, какие-то бананы в пакетах, какие-то фрукты, прочее. И он на свой самокат это все на ручку надел и как-то вот везет это все домой. Катя говорит, я иду, мол, с пустыми руками. Марта в коляске, и у нее в руках какой-то чемоданчик Вовы. И Катя говорит, вот Марта помогает Вове. Нормально так, и ничего, что ты везешь Марту, и она особо не переутруждается. Чемоданчик я не думала, что прям очень тяжелый, куда детский. Вот. Ну а Вова что? Вова прям вот чувствуется, что ему не так легко, как Марте, потому как он на самокате это все везет. То есть ему надо и равновесие удерживать, и он не едет на самокате, он его толкает, он идет рядом с этим самокатом. Он все делает для того, чтобы угодить Кате. И чем больше он хочет Кате угодить, тем больше Катя его игнорирует и не особо проявляет к нему какие-то чувства материнские. Это вообще очень заметно. И я не знаю вообще, о чем думает Катя. Что она дальше думает, как Вова будет к ней относиться, ну и так далее. Катя вообще не смотрит на шаг вперед, на 2 шага вперед. Ну, в принципе, да, это нормально. Катя же точно считает, что у нее мальчишек особо-то и нет. Там и Клима там особо-то нет. Там у нее только Мартуся есть. Она же сказала на дне рождения, вот я родила Марту. А то, что она родила 2 пацанов, это не в счет. То же самое сказала ее мама. Я родила Катю. А то, что она еще 2 пацанов родила до Кати, тоже не в счет. Какая-то странная семья, вот честное слово. Гуляют Катя и Марта. Марта нашла какой-то осколок, какой-то кусочек стекла. И прям вот так опасно-опасно в руках вертит. И Катя так спокойно на нее смотрит и говорит, ну вот ты видишь, что это стекло, ты понимаешь, что им можно порезаться, да? Спокойно, спокойно. А Марта прям вот чуть ли не сжимает это стекло. Я понимаю, что со временем, возможно, уже острые углы затупились, но тем не менее порезаться можно. И самое интересное, что Катя это понимает, это Катя это проговаривает, но стекло у ребенка не забирает из рук. По-моему, это опасно. Тем более Мартуся любимая девочка. Ну как так можно вообще? Да кто бы ни был, какой бы ни был ребенок, пусть даже тот нелюбимый Вова или старший Клим. В любом случае это дети, и как-то надо дать понять, что это опасно, что нельзя играть со стеклом. Но видите, Катя остается Катей. Она как-то вот, ну, на своей какой-то волне, даже когда дело касается безопасности ее любимой доченьки. Жалуется Катя, что все ее не похожи друг на друга. Говорит, вот сейчас еще час-полтора мы идем за Вовой в садик. И так вот, считаю, уже день не прошел. А потом еще немного, пару-тройка часов и спать. Говорит, вот так проходят все мои дни. А кто тебе виноват? Вот кто тебя просил рожать такое количество детей? Ну, извините. А ты еще, я так понимаю, собралась еще рожать, если получится ребенок, да? Ты ж так и сказала, спасибо, мой костюмчик, это она обращается к своему телу, к своей коже, да, вот. Ну, у Кати бывают такие вот разговоры с самой собой. Спасибо, мой костюмчик, за то, что ты выносил столько беременностей и выдержал все это. Вот как-то так Катя обращалась к самой себе, к своему телу, к своей коже. И, мол, больше не буду беременеть, но тут же сказала, что вот если получится, то, конечно, забеременею и буду рожать. Ну, как-то так. Так что Катя верит, себя не уважает. Там еще неизвестно, сколько детей может родиться у той Кати. Пришла Катя, Саша и дети в какой-то банный комплекс, какая-то купель, что ли, с очень холодной водой. И в ней находится Клим, Вова, и на руках Клима Марта, и Саша там. Саша окунулся, говорит, холодно, вышел Саша, залезла туда Катя. Но Катя, когда вот туда залезала, поняла, что холодно, и спрашивает Марту, Марта, ты как? А ничего, что Марта на руках? Марта вообще особо не ощущает этого. У нее Клим там в воде целиком полностью, Вова.
Не, ей только вот интересно, как себя Марта чувствует. Ну, Марта там только ножки в той воде, она особо не почувствовала ничего. Но нет, все-таки как Мартуся. Ты спроси, как твои сыновья там. Не, сыновья это так, Мартуся главное. Катя такое ощущение, что только сейчас увидела Клима без майки в этой самой бане. И говорит, вот, Клим, посмотри, мол, какой у тебя живот. А какой там живот? Там живота-то и нет. Клим худой. Но Катя там увидела живот почему-то. Как мне кажется, это уже какая-то болезнь вот у Кати. И страшно, если эта болезнь потом превратится во что-то необратимое. Очень страшно. Но этого не замечает ни мама Катя, ни папа Катя. Ничего не видят, считают, что так все и надо. Да, так все должно быть. И вот Катя, якобы большой живот увидев у Клима, говорит, Клим, ты поджираешь в школе, поджираешь. Представляете, вот так вот общается мама с родным сыном. Сын поджирает. Мол, много теста и сладкого есть в школе. Как в школе можно есть много теста и много сладкого? Школа это что, все включено, что ли? Или я не понимаю, что такое школа? Катя как скажет что-то, так хоть сто хоть падай. Много прям ест, прям вот переедает. Ну, а по мнению Кати, он еще и поджирает. Пришли родители в гости к Кате. Катя их угощает тем самым мороженым, которое они вместе с Мартусей, девочкой-лапушкой, приготовили. И смузи, из которого это самое мороженое было изготовлено, тоже едят родители. И я вот обратила внимание на то, что мама уже в фартуке сидит. Как по мне, так мама, не успев туда прийти, сразу надевает фартук и идет на кухню. Мыть ту кухню, холодильники мыть, шкафчики мыть, раковины и так прочее. Все это дело мыть. Но Катя это воспринимает как должное. Катя считает, что и все обязаны, ее обязаны все обслуживать. А Катя что? Катя королевна. А теперь вот она делит трон с Мартусей, с девочкой-лапушкой, с солнышком. Ну, как-то так, да. Ну, а мальчишки как мальчишки. Они, ну, есть и есть. А главное, что есть Мартуся. И я так думаю, что со временем Катя, да, точно так же наденет фартук, когда Мартуся ее вырастет и выйдет замуж. И будет ходить к Мартусе и мыть ей холодильники, мыть ей раковины, мыть ей полы на кухне и, в принципе, убирать дом. Я так думаю, что так оно должно быть, ведь история повторяется, согласитесь. Хотя, в принципе, зная характер Кати, вряд ли она, конечно, это будет делать, но я думаю, Мартуся ее заставит это делать, потому как то, как Катя воспитывает Мартусю, это, конечно, за гранью добра и зла. Катя потом получит по полной программе от своей любимой доченьки, от своей любимой Мартусечки. Да-да, вот увидите. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Екатерина Сайбель. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.